Эта милая на первый взгляд гусеница может вас убить, а эта лягушка отравить. А вот этот муравей ужалит так сильно, что вы навсегда запомните эту боль. Так что если вы когда-нибудь встретите животное из моей сегодняшней подборки, бегите и не оглядывайтесь. А если вы досмотрите видео до конца, то точно будете вооружены на все 100, а особенно на пляже. Почему? Узнаете позже. Приятного просмотра. Ядовитая птица. Когда я искал материалы к этому видео, я прекрасно понимал, что в моей подборке будет множество всяких насекомых, змей и подводных обитателей. И представьте мое удивление, когда я нашел в интернете информацию о ядовитой птичке. Обычно пернатые довольно безопасны, но не в этот раз. Дроздовая мухоловка или двуцветный петоху, так называется первый представитель моей подборки, это такая средних размеров птица, ну или скорее целый отряд птиц, ведь встречается 8 видов дроздовой мухоловки. И все они обитают на территории Индонезии и Новой Гвинеи, подальше от цивилизации, на большой высоте 2000 метров выше уровня моря. Посмотрите, как она выглядит. Яркое оперение, типичное для джунглей, и довольно миленькая мордашка. В общем, птица как птица, ничего удивительного. Такое же мнение разделяли и ученые до 1992 года, пока не попробовали яд этой милашки на вкус. Да, вы не ослышались, именно на вкус. Нет, никто не облизывал птицу, все произошло немного по-другому. Джек Дамбейчер, известный чикагский биолог, орнитолог и вообще большой молодец, однажды, прогуливаясь по джунглям, заметил в своей ловушке дроздовую мухоловку и решил выпустить ее, так как она не представляла для него особого интереса. Птичке же не очень-то понравилось сидеть взаперти, а потому перед побегом из плена она поцарапала ученому руку. Тот же почему-то потерял свою ученую бдительность и сразу же облизнул царапину. Ну не дурак ли? Зачем лизать царапины, оставленные непонятно кем? Существует же антисептик и все такое. Я вот после ковида всегда ношу его с собой. В общем, наш большой молодец Джек Дамбейчер отделался легким испугом. У него онемели губы и язык, но никаких серьезных последствий для здоровья ученый не получил. Хотя, забегая вперед, все же мог. Зато стал героем этой истории и прославился благодаря своему открытию. В общем, выяснилось, что эта птичка имеет в своих перьях и внутренностях очень сильный яд – батрахотоксин. Интересное, конечно, название. Ну да ладно. Этот яд двуцветный петуху получает из своей пищи. Он предпочитает лакомиться особыми жучками-нанесанами, которые очень ядовиты. Птичка давно выработала иммунитет к этим токсинам, а вот животные и люди нет. Если высокая концентрация батрахотоксина попадет в ваш организм, то это может привести к смерти всего за несколько минут, ну или полностью парализовать. В общем, будьте осторожны, когда в следующий раз пойдете гулять по джунглям. Древолаз. Если вы не впечатлились от предыдущего представителя моей подборки, вот вам еще один. Маленькая, нет, не просто маленькая, а буквально крошечная разноцветная лягушка. Эта малышка и двуцветный петуху – братья по оружию. Сомневаетесь? Сейчас докажу. Древолазы, так зовут этих лягушек, обитают в лесах от Центральной Америки до Южной Бразилии. И чаще всего их можно увидеть именно на деревьях. Там они живут, кушают, ищут партнеров, ходят на дискотеки, ну, в общем, делают всякое. Обычно на высоте не более 5 метров. Почему? Да я, в общем-то, не знаю. Древолазы обладают уникальным ядом, но самостоятельно они его не генерируют. Здесь все происходит ровно так же, как и у дроздовой мухоловки. Разноцветные лягушки просто ловят всяких муравьев, термитов, клещей, многоножек и часто делают это без разбора, а потому съедают очень много различных ядовитых веществ. Для самих лягушек этот коктейль безопасен, они уже давно выработали к нему иммунитет. А вот для хищников, желающих полакомиться древолазкой, этот прием пищи может стать последним. Кроме того, яд находится не внутри лягушки, а прямо на коже, поэтому трогать ее тоже не рекомендуется. Вы, конечно, вряд ли умрете, если сделаете это, но приятного точно будет мало. К
Кстати, интересный факт. Аборигены Южной и Центральной Америки в свое время прознали о необычных свойствах этой малышки и стали использовать ее отраву для создания ядовитых дротиков. Они делали это целыми столетиями. Также интересно, что многие люди предпочитают содержать древолазок дома. В принципе, симпатичненькое существо, я бы такого себе тоже завел. Но разве он не ядовит? Зачем же мне подвергать себя опасности? Оказалось, нет, ведь все завязано на питании. А значит, если кормить эту лягушку не ядовитыми жучками, то и токсины она перестанет вырабатывать. Вот только почему-то многие чиновники в различных странах никогда не слышали об этом и внесли малышку в список запрещенных к разведению амфибий, что довольно грустно на самом деле. Потому что естественная среда обитания древолазов постепенно уничтожается людьми. Вырубка лесов, загрязнение среды, другие антропогенные факторы. В общем, есть риск полного исчезновения древолазки в будущем. Жирлянка. Всем известно, что яркий равно ядовитый. Древолазки и петоху это подтверждают. Вот только не обязательно пестрить всеми цветами радуги, чтобы стать обладателем мощных токсинов. И жирлянка это отлично доказывает. Представьте, вы идете по лесу и наряду с прекрасным пением птиц слышите странные мурлыкающие звуки прямо с дна ручейка. На мой взгляд, это даже немного жутко. А еще страшнее становится, когда видишь источник этих звуков и кое-что знаешь о нем. Это краснобрюхая жирлянка. На первый взгляд обыкновенная лягушка, ничем не примечательная, серая и невзрачная. Вот только если возьмешь ее в руки, она сразу же перевернется и обнажит свое яркое, разноцветное брюхо. Оно покрыто опасным токсином – бомбезином. Вряд ли он убьет вас, но вот сильное раздражение слизистых, озноб и головную боль точно может обеспечить. В таком случае не рекомендуется вам вообще трогать что-то, пока вы не убедитесь, что это хорошо знакомое вам существо, о котором вы точно все знаете. Невидимый скорпион. Ладно, что это я все о лягушках да о лягушках? Вот вам скорпион. Не думаю, что кому-то из вас вообще придет в голову мысль потрогать какого-нибудь скорпиона. Лично у меня они все не вызывают никакого доверия. Это жало, эти клешни, да ну его в баню. Но если вы все-таки любитель острых впечатлений, часто трогаете всякое, что точно не будет трогать среднестатистический человек, то спешу вас предупредить. Все скорпионы ядовиты. Да, не все из них опасны для человека. Опасными считаются лишь 50 видов, 25 смертельными. Но разве этого недостаточно? А есть еще и крадущийся убийца, самый смертоносный скорпион на планете. О нем поподробнее. Другое его название – желтый палестинский. Оно появилось неспроста. Этот скорпион действительно желтый, что ему, конечно, только на руку, ведь он обитает в пустынных регионах Африки и Ближнего Востока. В песке он словно невидимка. А что касается клички «убийца», ее тоже не стоит подвергать никаким сомнениям. Если вы случайно, гуляя по пустыне, наткнетесь на такого, то встреча с ярким миром боли вам точно гарантирована. Этот скорпион атакует буквально за доли секунды, выпуская мощный коктейль из нейротоксинов. Укус приводит к спазмам в мышцах, сбоям в центральной нервной системе, затруднениям дыхания, параличу и в конечном итоге смерти. Противоядие, конечно, существует, но оно само как яд, ведь вводить его нужно в огромных количествах, и это может вызвать сильнейшие осложнения. Так что не стоит рисковать своей жизнью. Просто посмотрите на скорпиона издалека, если вам так интересно, но вот приближаться к нему, а особенно трогать, точно не нужно. Его укус как пуля. Есть свой рекордсмен и у муравьев. Где-то в тропических лесах живет такой необычный представитель этого семейства. Его отличают мощные клешни в районе рта. Это муравей-пуля, и свое название он получил заслуженно. Если вы случайно встретитесь с этим вполне безобидным на первый взгляд существом, то острой боли на продолжительности суток вам не избежать. Его укус, сопровождаемый мощным ядом и жалом, сравнивают с ударом резиновой пули. Настолько это больно.
В меня никогда не стреляли, но я уверен, что так и есть. И, конечно, никто не станет приближаться к этому муравью по собственному желанию. Так я думал, пока не узнал об одном ужасном ритуале. У некоторых бразильских племен есть странный обряд посвящения мальчиков во взрослую жизнь. Они плетут из больших листьев что-то вроде перчаток, а потом вплетают туда посаженных на веревочку муравьев жалом внутрь. И представьте себе, мальчику-подростку необходимо засунуть руки в эти перчатки и продержать их там целых 10 минут, а если не сможет, то он незрелый. Самый меньший вред от этого совсем негуманного обряда – онемение рук на несколько дней, потеря чувствительности. Самый худший исход – это смерть, видимо, от болевого шока. Ну что ж, в этих племенах так принято. Если ты не смог пройти обряд, то ты не можешь быть частью племени. Так распорядились высшие силы. Нарывник. Вам знаком этот жук? Если вы житель Евразии, Северной Африки или Северной Америки, то, скорее всего, да, потому как клоп-солдатик довольно распространен в этих регионах. А еще он имеет ярко-малиновый окрас, который точно не мог остаться незамеченным. Но не пугайтесь, это насекомое не ядовито и даже не кусается. Можете спокойно брать его в руки, если вам так хочется. А вот этого, похожего жука, лучше избегать. Это уже совсем не солдатик, а самый настоящий жук-нарывник. Распространен он в тех же регионах, но в их южной части. И если клопа солдатика вы могли не заметить, то встреча с этим точно не пройдет бесследно. В его крови находится яд под названием кантаридин. В состоянии стресса нарывник способен выделять большое количество такого яда. И если источником того самого стресса станете вы, то, несомненно, получите ожог на коже в виде водянистого пузыря. А если этот жук случайно попадет в вашу пищу, то вы получите жжение слизистых, язвочки во рту и распухший язык. А потом тошноту, рвоту и все сопутствующие симптомы. Звучит не очень-то приятно, не так ли? Вы тоже не фанат жуков? Среди жуков и муравьев вообще много опасных. Ну, зачем вам их трогать? Просто обходите стороной, и будет вам счастье. Вот, например, майка обыкновенная. Симпатичное насекомое с маленькой головой и большим тельцем. Выглядит безобидно и даже немного жалко, ведь майка совсем не умеет летать. Вот только не спешите ее по-настоящему жалеть. Ну, знаете, не стоит гладить ее по головке, как котика. Потому как если потревожить майку, она выделит крайне едкую жидкость, которая при попадании на кожу вызовет ожог, схожий с химическим. Ваша кожа покраснеет, появятся волдыри, и раны потом будут заживать долго и очень трудно. Ну или вот муравей. Вроде совсем не примечательные, но ужаснейшие ядовитые. Все они имеют в своем брюшке кислоту, которая вызывает ожоги. А если вы аллергик, то рвоту, тошноту, головокружение, а иногда и смерть вследствие анафилактического шока. Вы, наверное, подумаете: ой, да это же далеко, это все, наверное, в Австралии или в Африке там какой-нибудь. Нет, ядовитые муравьи различных видов обитают и в Евразии, и в Америке, и даже в Новой Зеландии. А это плавунец. Живет в Евразии, его укус напоминает прокол кожи острым предметом, и на месте этого прокола потом появляется отек или шишка, которая может проходить целый месяц. Интересно то, что кусается не только взрослая особь, но и личинка. Красота – страшная сила. Есть и другие опасные личинки – гусеницы. Например, гусеница ланомия. Выглядит она довольно необычно. Из нее во все стороны торчат такие странные разноцветные шипы. С помощью них она умело маскируется под кору деревьев. И если кто-то случайно дотронется до этой псевдокоры, то будет неприятно удивлен, ведь уже спустя непродолжительное время почувствует первые симптомы отравления. И симптомы эти будут совсем нетипичны. Токсин, который содержится в шипах ланомии, влияет на свертываемость крови и состояние сосудов, делая их невероятно ломкими. А потому человека, ужаленного этой гусеницей, непременно ждут кровоизлияния в мозг, внутренние кровотечения, почечная недостаточность, кома или даже смерть.
Бразильские ученые уже разработали противоядие. Однако ланомия все еще убивает десятки людей ежегодно, потому что никто не придает значения укусам маленькой гусеницы. Или даже скорее не укусам, а уколам. А когда появляются первые симптомы, становится уже слишком поздно, поэтому держитесь от этой заморской штучки подальше. Предупрежден, значит вооружен. Кстати, это ведь гусеница, а значит она превращается в бабочку? Неужели бабочка тоже ядовита? Нет, павлиноглазка – совершенно безобидное существо, да к тому же и очень милое. Некоторые люди и вовсе сравнивают ее с красиво очерченной формой губ. Мне кажется, очень даже похоже. Конусы, но не дорожные. Вы любите собирать раковины на пляже? Я вот очень люблю, мне уже много лет, а эта привычка осталась со мной из детства. Но после той информации, которую я узнал при сборе материала для этого ролика, я, пожалуй, теперь буду поосторожнее. Оказывается, существуют такие улитки-конусы, которые маскируются под обычные пустые раковины, но на самом деле они обладают невероятно токсичным ядом, способным убить человека за пару минут. Просто представьте, вы поднимаете привлекательную ракушку, крутите ее в руках, чтобы внимательнее рассмотреть красоту узоров, и внезапно получаете сильнейший укус, сравнимый с укусом осы или пчелы. Если вам повезло, то вы попали на не сильно ядовитый конус. Обойдетесь неприятным жжением и легким испугом. Если же вы обладатель крупного конуса особого вида, беды не миновать. Нечеткость зрения, затруднение дыхания, отек, рвота и в итоге смерть. Вот что вас ждет. А второе название этого ядовитого конуса – сигаретный. А знаете почему? Потому что смерть наступит быстрее, чем вы успеете выкурить сигаретку. Ну, то есть буквально за пару минут. Ужасно, не правда ли? И, кстати говоря, противоядия не существует. Можно лишь немедленно сделать надрез и выпустить кровь из места укуса. Так делают коренные обитатели Тихоокеанских островов. Другого эффективного способа просто нет. Друзья, у вас есть возможность попасть в команду Pancake. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском и английском языках, или же вы пишете интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании. Сегодня я рассказал вам лишь о малой части таких существ. Как минимум в этой подборке был лишь один морской обитатель. Хотя на самом деле под принцип «не трогай, а то умрёшь» попадают десятки рыб, кораллов, морских звезд и других существ. И если вам понравилось это видео, обязательно ставьте на него лайк. Так я пойму, что вам интересна эта тема, и выпущу вторую часть. Спасибо за просмотр и пока-пока.